Приветствую вас на шикарном мега-супер и небольшая велопрогулка. Хотя это не точно. В общем, ограничить себя в еде. Вечер не поесть, вот реально, чтобы прям, что очень важно. Возникают все разногласия. Ферюк, если ты сумасшедший, прокачусь. Приволок. Переедешь с нормальным. Эй, всем привет, друзья! Приветствую вас на шикарном мега-супер YouTube канале Алекс Титанов. Сегодня у нас суббота и по плану небольшая велопрогулочка в сторону Остзе, Балтийского моря. Хотя оно никакое не Балтийское, оно, наверное, скорее восточное. Что у нас на пути? В прошлые выходные здесь все было затоплено водой, но вроде вода отошла. Я заметил, что я когда дышу, то камера запотевает, когда что рассказываю, потому что она у меня на груди, и поэтому вдруг отключились наушники. Думал, вот сел аккумулятор, батарея. Нет, вроде. Хотя это не точно. В общем, сегодня у нас на повестке дня два вопроса. Ну, три. Первый. Это похудение. Набрал я за праздники эти новогодние 5 кило. Я не знаю, как это у меня работает. Но у меня 5 кило, я сразу такой жир-трест. Хотя, казалось бы, 5 килограмм. Какая-то ряха сразу такая. Ну, неважно. И мы их теперь будем интенсивно скидывать. Собственно говоря, ни тренировки, ни велопокатухи в этом плане ничего не приносит. Ну, может, конечно, что приносит, как фоном. Я просто это не замечаю. Наверное, просто без них бы было все намного плачевнее. Приносит только один старый, добрый, проверенный метод – меньше жрать. В моем случае хватает просто не жрать на ночь. Вот реально. Ну, то есть мышечной массы достаточно, чтобы просто ограничить себя в еде перед сном, и этого будет достаточно, чтобы худеть. Что я делаю уже пару последних недель, но как-то с переменным успехом, потому что у меня какой-то такой сдвинутый режим. Нет, у меня все в порядке с режимом сна, с всеми делами. Ну вот питание, я до обеда вообще не могу ничего не есть. Или там какой-то творожок чисто. На работе вообще могу питаться одним творожком, фруктами, овощами. Сейчас на работу таскаю овощи, паприку, морковочку. И все в таком духе, яблочки. А вот вечером, когда прихожу домой, у меня какой-то сумасшедший голод. И чем больше я устаю за день, тем потом организм требует вот этого восстановления какого-то энергетического баланса. И я начинаю есть прямо до отхода ко сну. А перед сном еще дополнительный прием пищи какой-то. В общем, стоило в один вечер не поесть, вот реально, чтобы прямо чувство голода было. Утром сразу минус килограмм. В общем, это первый вопрос на повестке дня. Давайте теперь немножко пораспаковываем компакт-диски. Немножко порисую. И дальше я вам продолжу рассказывать байки из склепа. В дополнение, пока не забыл, и Руся уехала в Росток. Ну, то есть надо понимать, что большой город от нас в 40 километрах. Надо ехать на машине, стоять в пробках. Уехала типа в знак понимания, что ли.
Ну, типа у меня теперь велосипед, вот плотно прямо. Я такой, и Руся, извиняй, но либо ты едешь со мной, либо я еду сам, потому что не было смысла такой дорогущий велосипед покупать и ездить раз в год, ждать, когда будет хорошая погода. На нем надо ездить всегда. А так как я всегда работаю, то хотя бы по выходным. Ну и погода для нее вообще не ездовая. Сегодня, в принципе, +2, что у меня колесо странно себя ведет, надо его проверить. Я только что подкачивал, на нем уже 2 заплатки на заднем. Оно не думает мне опять подвести, спуститься сейчас. Подозрительно. Нет ни малейшего желания сейчас камеру бортировать опять. И говорит, ну все, я поехала в Росток тогда по магазинам. Как-то раньше мы это все вместе делали. А сейчас мне такую падлу стал в этот Росток ездить. Потому что, ну, я знаю точно, что я там для себя, ну это вот просто мы зайдем в один магазин, другой магазин, третий магазин. Потом мне это все надоест. Зайдем, попьем кофе где-то. В общем, нудятина, ну честно. Но я за то, чтобы проводить время вместе. А вот как-то зимой не очень получается. И говорит, ну тогда я поеду в Росток. Я говорю, ты сегодня поедешь? Я говорю, блин, что-то погода какая-то нелетная. Ну, скорее всего, поеду. И вот такой сижу за компьютером, что-то ехать, не ехать, ехать, не ехать. И она тоже такая сидит. Ехать, не ехать. Сидим. Все, ладно, я поехал. Все, в Росток поеду. Телефон ей там новый, она хочет посмотреть, потрогать его, как он выглядит в реале. Поеду. Ну окей. Уехала, я сижу такой, блин, ехать на велосипеде, не ехать. А потом такой, блин. Ну она же уехала, получается, сама только потому, что я сказал, что я поеду на велосипеде. И я такой, все, ну значит, надо ехать на велосипеде. Потому что это будет некрасиво. В общем, это я про солидарность и про понимание, что очень важно в этих семейных отношениях. Потому что очень редко, когда интересы совпадают и какие-то физические кондиции. Одному надо одно, другому не сидится, надо другое. На этой почве, как правило, возникают все разногласия. Но Руся у меня прямо мудрая женщина. Такая, блин, если ты ферюк, если ты сумасшедший, то езжай. Что же делать? Вот что я хотел сказать. Не знаю, к чему это. В общем, потому что она красавчик. И я тоже красавчик. Поехал я таки на велосипеде. Прокачусь. Приветствую, дорогие друзья! Сегодня у нас распаковка компакт-диска, который только что пришел по почте. И это компакт-диск легендарнейшего Оззи Осборна, друзья. Оззи Осборн и его супер-пупер альбом. Угадайте какой? Ни в жизнь не угадайте, потому что я сам не знаю. Итак, состояние. Первая оценка. Состояние хорошее. Хорошее. Так. Тут какая-то рекламка. Тут наша книжечка. Вот так это все выглядит. Оззи Осборн здесь в разных ипостасиях. Да. Вот так вот. Прикольно. Очень выглядит прикольно. Альбом 2001 года. Так. Заворачиваем это все обратно. Неким образом. Если получится. Подозреваю, что это не совсем правильно я запаковал.
Вот как это сложить обратно? Подскажите в комментариях. Вот как правильно. Тут еще даже какая-то Sony Music, какая-то еще реклама с кучерявых времен, вон всякие плееры, приставки, я это все время выкидываю. Не знаю, имеет это какую-то ценность или нет, скорее всего нет. Так, компакт-диск. Вот такая вот, друзья, лицензия. Это что за царапина? Или это так было задумано? Потому что она так же блестит, как и все надписи. Ну, такой, да. Состояние нормальное, я бы сказал. Хорошее, пойдет. Так. Пару слов. Купил я его за 2 евро. Плюс евро 60 доставка. Дороговастенько он мне обошелся. Целых 3,60 евро. Так, что у нас про Оззи Осборна пишет Википедия, друзья. Оззи Осборн. Настоящее имя Джон Майкл Осборн. Родился 3 декабря 1948 года. Ох, нифига, он старенький уже. Британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавший значительное влияние на проявление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хэви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул крестного отца хэви-металла. После ухода из Black Sabbath начал сольную карьеру. На декабрь 2010 года в мире было продано более 100 миллионов пластинок с его участием. Нифига себе. Как член группы Black Sabbath Осборн внесен в зал славы рок-н-ролла США, а в зал славы британской музыки он входит и как участник группы, и как сольный исполнитель. Звезда с именем Осборна выложена на аллее звезд в Бирмингеме, а на Голливудской аллее славы. В 2014 году он получил премию MTV Europe Music Awards в номинации Global Icon. В начале 2000-х годов принял участие в реалити-шоу «Семейка Осборнов» о своей жизни на канале MTV. Сольные альбомы Осборна «Wizard of Oz» und Oz и No More Tears получили статус 4-жды платиновых в США. Так, теперь конкретно по этому альбому. Down to Earth. 8-й студийный альбом британского рок-музыканта Оззи Осборна, выпущенный 16 сентября 2001 году на лейбле Epic. Альбом достиг 19 места в UK Album Chart и 4 места в чарте США Billboard 200. На композиции альбома выпущено 2 сингла, и оба вошли в топ-10 в чартах США. И достигли 18 места в UK чарте, короче. Это первый студийный альбом с участием басиста Роберта Трухильо. Кстати, того самого Трухильо из Металлики. И не то, чтобы я там себя прямо заставлял, насиловал ездить на велосипеде. Нет, делаю это с удовольствием. Просто за неделю ты на работе так устанешь. Вчера такой тяжелый день был. Еле домой ноги приволок. Эта усталость накапливается. И вот эта серая погода. И вроде как 2 градуса плюс. А с утра так кажется холодно и серо. Вот когда солнце, вообще вопросов 0. Сразу же велосипед, без разговора. А тут такой сидишь, ехать, не ехать. Если Перуся не поехала в Росток, еще под вопросом была бы сегодняшняя покатуха. Такой я типа, а сегодня отдохну, скорее всего бы, так себе я говорил. А завтра поеду. Вот. Пункт 2. Внешний вид. Шлем носить не буду. Это лоховская тема. Лосины. Тема тоже пидорская. Но, блин, удобная. Да, сейчас на мне тоже вот под спортивными такие лосины. Потому что холодно. Поэтому с лосинами я не буду так столь категоричен. Скорее всего, я их тоже буду гонять в них.
Блин, в общем, смотрел свои видео, блин, такой прихит у меня колхозный. Я езжу в чем попало просто. В каких-то растянутых спортивках, в какой-то куртке необъятной. Для восхождения на Эверест, наверное. Ей жарко, я мокрый приезжаю зимой насквозь. И такой прямо психанул. Я же собираю деньги на кемпер. Это следующий пункт, 3. А с этими моими собираниями всегда происходит как в том меме. Собирал деньги, короче. А потом психанул. Купил бутылку колы. И там что-то картошку фри, пиццу. И потратил все сбережения. Так и в моем случае. Только начни собирать, сразу же надо это купить, то купить, вот это, страховку за машину за год заплатить. А еще не просто. Они еще ее, суки, подняли на 100 евро. А что там еще? Техосмотр сделать. Наверное, ремень поменять в машине. Тоже, блин, в штуку все выльется. И такое, гори оно огнем. Куплю зимние вещи велосипедные. А то, блин, зима проходит. Я все как лох, как ездил, так и езжу. В общем, накупил на 400 евро онлайн, конечно. Половину верну обратно, если вообще, может, все. В общем, 3 куртки там зимних купил. Каких-то таких подороже и подешевле. 2 пары штанов зимних, не пидорских. Вроде бы. Потом шуи, ботинки зимние, МТБшные тоже заказал. Велосипедные. В общем, на 400 евро. И половину, конечно, обратно отправлю, потому что на меня одежду подобрать я какой-то нестандартный. Штаны вообще очень тяжело. Куртки тоже непросто. Они, блин, покупаешь L, у одних L нормально, у других надо XL. В общем, на 2 сайтах я в Амазоне половину купил, большую часть, и вторую на Bike Discount. Посмотрим, померяем, надо как-то привести свой внешний вид в порядок. Так будет уже, в принципе, полностью, кроме вот на голове еще непонятно что, тоже какие-то шапки домашние, подозрительного вида. С ними тоже надо что-то делать. Вот, это был 2-й и 3-й пункт сразу. Велоодежда и собирание денег на кемпер. Слово о кемпере. Посмотрел, в Одессе чуваки на велосипедах гоняют. Блин, так подумал, как бы было бы четко поехать в Одессу и там иметь какой-то велосипед отдельно. Ну или тот свой 2-й забрать, РТЛ туда. И там, блин, с пацанами на велах гонять. Но у них что-то комментарии под видео выключены, я понимаю почему, потому что там сейчас война. И наверняка прилетает сейчас, типа, вот вы катаетесь, а мы там за вас отдуваемся. Блин, понимаю и ту сторону. Ну да и когда я буду с ними кататься, ну вот так себе прикину, было бы неплохо там какую-то квартирку в Одессе на пенсии, на велосипеде там гонять. Такие прямо планы. Многие немцы так делают. Здесь получают пенсию по немецким меркам. Она маленькая, на нее будешь сводить концы с концами. Это нас с Ирусей ждет. Переедешь с нормальной квартиры, которую мы можем сейчас, работая вдвоем, себе позволить. Потом в панельный дом придется съехать, ну что мы не сможем эту квартиру дальше оплачивать, себе позволять. Ну и голодать не будем, ну и не до жиру будет. И поэтому немцы переезжают в страны Остблока, там Болгарию, в общем, страны подешевле. И где эта пенсия, которую они здесь получают, уже там на нее можно вполне себе неплохо жить. Я подумал, блин, так можно было бы и в Украину, в принципе, приехать. Лишь бы здоровье было еще на пенсии.
на велосипеде гоняю. Я все такое с пацанами, а смотрю, этим пацанам уже тоже по 40 или по сколько лет. А мне-то вообще полтинник. Я для них уже, наверное, старый. И они все в шлемах. Вообще мне трудно кому-то прибиться, потому что я езжу без шлема, потому что у меня хронический насморк. Мне надо шваркаться постоянно. И потому что я одет как лох. Но с этим пунктом, над этим пунктом я работаю. Такие размышления. Да, это был второй и третий пункт сразу. Третий пункт касается денег и кемпера, планов, фантазий. Вот одна из фантазий — жить на пенсии где-нибудь в Украине, кататься на велосипеде. Вторая — тут купить кемпер такой хорошенький, ездить, ночевать с ним с комфортом, днем кататься на велосипеде. Вот такие вот фантазии, планы, мечты. Юху! Четвертый пункт. Вдогонку, последний, пока я не забыл. Потом не о чем будет рассказывать дальше. Короче, какой-то чел написал мне такой комментарий большущий под одним из моих, собственно говоря, под последним видео. Позитивный, положительный комментарий, после которого я просто заснуть не мог целых минут 10. В духе таком, в плане, что, мол, чувак, нормально у тебя канал, мне нравится, я смотрю, ты меня мотивируешь, я купил такой же велосипед, ну, так, фирмы Роза тоже. В общем, твой канал мне нравится, я его смотрю, и даже он интереснее или там больше мотивирует, чем другие каналы, другой канал. Я такой, ебать, да ладно. Ну, надо понимать, что когда ты снимаешь там 2 года подряд, что ты пыжишься, тужишься, и кроме там негатива или какого-то там хейта больше ничего не прилетает, там просмотров. Кот наплакал 20. Кстати, о просмотрах я смотрел. Сейчас вообще очень популярны видео, которые мне вообще никак не интересны, но постоянно мне высвечиваются в предложениях в YouTube. Вообще не страдаю этой херней, ну, и просто мне всегда интересно, что в тренде, что люди смотрят, какие темы. И я разноплановые видео смотрю просто в плане, что людей в них, как блогера мне интересно, что людей в них зацепило, почему их они выдаются в выдаче. В общем, психические всякие расстройства, в частности депрессии. И там люди, вот, которые снимают в депрессивных состояниях, это вообще здорово, что им есть где высказаться, найти какую-то поддержку. Отлично. И такие видео заходят просто на ура в YouTube, потому что, особенно в такое депрессивное время, серое время года, как сейчас, многие страдают этим. Я считаю, это от лени. Ну, вы там как хотите, так и думать. Потому что это просто люди от безделия. Вот я когда работаю круглосуточно, потом тренируюсь, езжу на велосипеде, рисую, мне просто тупо некогда страдать, хныкать, депрессовать. Хотя я очень даже подвержен этому. Вот реально. Если мне не самозанимать себя, то я буду уходить в себя, копаться в себе и даже, наверное, депрессовать. Хотя я это так не называю, хотя, скорее всего, я полжизни в этом состоянии провел. Просто никто мне об этом не сказал. А я такой, ну и хер с ним. Да, я развлеку себя сам. Депрессия. Если ты у меня есть, то мне насрать на тебя вообще. Я, блин, взрослый мальчик. И хер меня так просто поломаешь или, я не знаю, что-то там со мной сделаешь. Короче, чувак там
Такой смотрю, у него там, блядь, просмотров каждое видео там, ну, 1020 там минимум просмотров. Он такой, вот, просмотры упали. Все, жизнь говно. Пойду вот сейчас вот погуляю здесь, вот вам что-то расскажу нового, как мне херово, блин. Грустно, скучно и тяжело. Я такой, просмотры упали. А ну-ка давай посмотрим, сколько у тебя просмотров. Чувак, блядь, да у тебя меньше 20 просмотров вообще нету. 20 тысяч просмотров. Нету видео, бля. Ты серьезно? Да если б нет тебе мои просмотры в 20, 100, 20, 50, извиняюсь, 100 просмотров, ты бы точно вздернулся. Короче, я к чему это? Что насрать, начихать на эти просмотры. Я уже просто для себя решил. Так, тебе нравится? Делай. Не смотрят? Ну и не надо. Главное, что тебе нравилось. И так я уже который год в таком режиме. И тут вдруг прилетает такой добрый, светлый, положительный комментарий. Повторюсь, что твой канал не такой уж прямо и плохой, как ты все время рассказываешь. И я его смотрю, и я такой, блин, да ладно. Да, кстати, чел, большое тебе спасибо огромное, вот реально от души замотивировал. Не скажу, что мне прямо необходима была какая-то вот экстра мотивация какая-то из нее, но черт возьми, приятно. И все равно мотивирует дальше этим заниматься. Небольшой я, короче, этот мастак говорить, речи толкать и благодарный особенно. Ну, я благодарен тебе за этот комментарий. Вот он такой, один комментарий стоит миллиона хейта и миллиона негативных комментариев. Могут хейтить там. Да вот говно, да вот ты, блин, скучно и неинтересно снимаешь. И такой, ну ладно, ну вот так вот. Ну неинтересно, ну не смотрите. Буду сам для себя. И вдруг такой прилетает комментарий, что типа нет, интересно. В общем, я не знаю. Это прямо, ну это прямо такой происходит так редко. И так прямо западает в душу, что вот мне, наверное, эта зима будет ассоциироваться, этот весь 2025 год, с этим комментарием. Почему мне кажется, что он мне заднее колесо спускает, а? Мне куда-то заносит задницу. Вот, это был 4-й пункт. Положительный комментарий. Я к чему это? Если что начали делать, не бросайте. Самая большая вообще проблема, особенно сейчас, люди не могут концентрироваться долго на чем-то одном. Они пробуют, хватаются, бросают, хватаются, бросают. Им кажется, о, вот, я буду тренироваться. Если кто-то там со мной будет тренироваться, если там вот это и вот это, звезды станут вот так, то тогда я буду ездить на велосипеде. Если я куплю велосипед и все дела, поменяю работу, будет хорошая погода, ни хера не будет, ничего вы не будете делать, потому что делать надо просто, потому что ты решил, и твое мужское слово должно чего-то стоить. Типа вот я буду ездить на велосипеде. Похеру какая погода, похеру смотрят меня или нет, лайкают или нет, нравится это кому-то или нет. Я решил, и я буду так делать. Вот такая вот мысль. Теперь без пунктов. Ну, это моя фишка, вот это составление планов, пунктов. Все должно быть максимально идеально. Эта часть меня. Все должно быть идеально чисто, подтянуто, аккуратно, помыто. Шуи должны быть обязательно помытые. В общем, я сегодня в магазине стоял в очереди, и передо мной стояло что-то такое
какой-то организм непонятно женского пола, такой расплывшийся, каких-то спортивных, растянутых, какой-то флисовой куртки скатанной, с какими-то волосами осыпающимися прямо передо мной. И еще такое кашляло от какого-то курения 100%. Вот такая Азия, вот типичный асоциальный элемент, еще и женского пола. Такой максимально неопрятный. Я знаю, где они обитают. Как правило, в панельных домах, не работают ни хера. Ну или в какой-то такой работе работают, где уж вообще там мозгов, ну вообще никаких не надо. Усидчивости и усердия. Там типа, приходи только, блин, делай что-нибудь. По минимуму будем тебе платить. И они, как правило, сидят вот дома и развлекаются тем, что делают себе пирсинг, красят волосы в красный цвет. Такая еще стрижка, постриженная под хуй знает кого. Выбрит, а на голове там какой-то красный, какой-то гребень, блин, у этой бабы был. Разумеется, там наколки какие-то на шее, лишний вес такой вот, жирная такая, блин, стоит. Я со спины это все рассматривал, стоял. Пирсинг, наколки на шее. И периодически она там что-то кашляла, поворачивалась. Я просто смог опознать как женщину. Или какие-то остатки женщины. Как правило, они это лесбиянки какие-то. Потому что, ну, не спрашивайте меня почему. Но я вот 90% могу сказать, что это какая-то лесбиянка, которая косит под мужика. Потому что так проще. Не потому что они такие родились, а потому что у них какой-то геном лени. Они себя запускают, а потом с этим ничего сделать не могут. И начинают там выбривать себе, набивать кольца в нос, куда угодно вставлять, делать что угодно, лишь бы не заниматься собой. То есть там пойти в спортзал, ну и, разумеется, регулярно туда ходить, или там бегать, или ездить на велосипеде. Это пиздец как сложно. Для этого нужна самодисциплина. Для этого надо вставать, ложиться, спать нормальное время, а не спать днем, а ночью сидеть за компьютером. Для этого надо есть нормальную еду, а не всякую хуйню, какой-то фастфуд. Они же жрут, я вижу, кожа пиздец, блядь. Какая-то шелушится, блядь, я к чему это все, блин? Я просто увлекся вот этим татуированием, прямо сейчас плотно прямо рассматриваю все это, планирую, как это все. А потом смотрю все, думаю, блядь, даже ее кто-то к ней дотрагивался, даже в перчатках. Кто-то татуировал. И так не стало мерзко и противно. А я вообще это смогу делать? Видишь, 90% это кто набивает себе это вот такие вот асоциальные элементы. И так мне мерзко стало. Я такой: Саша, а ты же ни хера не сможешь. Потому что это мне мерзко, вот когда запущенные люди, я не знаю, я больной на голову, и у меня должен быть обязательно порядок какой-то идеальный. И если ты должен обязательно как-то за собой, ну, хотя бы там, ну, минимально смотреть там за своим весом, за тем, как ты выглядишь. И всего этого порядка я большой фанат. И когда люди там спят до обеда, или там какие-то педики, какие-то... Хотя я сам такую неформальную музыку слушаю, по сути, и вообще ничего не имею против там татуировок, там пирсинга. Ну, блядь, когда люди за собой смотрят. А когда ты такой... вообще плюнул на все, потому что тебе просто лень. Ты не можешь заставить себя не работать над собой, ничего не можешь. И как-то, чтобы вернуть какую-то там самооценку, ты начинаешь там себе красить волосы, набивать татуировки. Вот это вот я прямо... в общем, меня раздражают люди ленивые. И для меня автоматически все, кто спят до обеда, не работает и не следит за собой,
Я всегда, хотя я вообще не знаю, что у них там, много может быть факторов, но для меня эти люди уже как, блин, ну так, наверное, нельзя говорить, но просто раздражают. И что-либо татуировать там, я, наверное, вряд ли вообще смогу. У меня чувак на работе, слово, опять еще 2 слова о татуировках. В Германии, охереть как дорого это стоит, удовольствие. И народ мои все с работы, все, кто любит это, татуироваться, ездят в Польшу, у нас здесь 30 километров. И там украинцы пооткрывали этих тату-салонов и колят им в 3 раза дешевле. То есть этот чувак зашел здесь, спросил, такая небольшая наколка на руке, на предплечье. Ему загнули 700 евро. В Польше ему какие-то украинцы набили за 250, что ли, за 4 часа работы. Расходов там, траты на расходники там копеечные. Просто твое время. И время татуировщика в Германии охереть какое дорогое. И ему набили, я смотрю на эту наколку, блять, она вся подплыла. Это какое-то вот зеленое месиво. Я же сам еще не бил никого, но я сейчас интенсивно, вот каждый день я прихожу с работы и смотрю какие-то обучающие видео на тему татуирования. Ну, как бы уже маленькое понятие, как оно должно быть выглядеть, когда заживет, чтобы не высыпалось и не поплыло, имею. И вот это я смотрю на это, что там бьют эти украинцы в Польше. И это же мрак. Ну, то есть вот так вот я бы смог уже вот прямо сейчас вот набивать. Реально. Что потом оно типа подплыло. Но человек такой, зато 250 евро, зато 3 раза дешевле. Похеру, что-то зеленое есть на руке. И, в общем, я так прикинул 2 момента. Так как в Польше я бы уже точно сейчас смог. И второй момент, я бы не смог бить всем подряд, всем асоциальным элементам. Что с этим делать? Чтобы отсеять из асоциальных элементов, надо сразу завышать цену. Делать ее космической, чтобы люди только могли позволить себе, те, у кого есть деньги. Как правило, есть те, у кого есть деньги, те и смотрят за собой и не выглядят как какие-то заплывшие свиньи, блин, асоциальные, которые курят там одну за другой, бухают всякую хуйню там, какой-то, блядь, энергетики, хуетики, пивасик, шмавасик там круглосуточно. Вот такие вот размышления на тему тату. Любимое место на улице. Место медитации. Никакой не силы, не рассказывайте чуши, нету никакого места силы. Это хуйня навязанная книгами. Кто там начал эту историю? Кастанеда этот. Кто его написал там? Место силы. Хуево. Просто прикольное место. С офигенным видом. Еще и мокрое. Хорошо от тумана. И хера себе, ну хорошо мокрое. Друзья, вы знаете, что сейчас играет в наушниках? Харатьян. У меня такой жесткий металюга там. А потом, ну, у меня сборник тут в Spotify. Кому интересно, кстати, могу скинуть ссылку на свой канал и свой аккаунт в Spotify. Нахер он вам нужен? Ну, короче, и Харатьян тут друг. Та-да! 20-й год. Пора надежд, пора невзгод. Обожаю. Или вот эти гости из будущего вдруг ни с того ни с сего там вот это. Не знаю, Мегатет рубит и потом, да, гости из будущего. Прекрасное далеко. Тя, хорошо, да? Решил я полтинничек навернуть сегодня. Что-то я 40-очку проехал. И вроде хорошо, легко идет. Сделаю полтяху. Не понимаю, только Strava записывать. Нет что-то? Или? Да. Strava. Так, не смотрите. Вон он.
Не смейте модным словом ретро все, чем мы жили, называть. А? 20-й год. Вот эта тема стариковская. Ха-ха-ха. Так, что мы тут? Средняя скорость какая? 22,2. 21 километр проехал. Хорошо. На паузу нажалась, нет? Надеюсь. Давайте положу чуть в кармане. Ты отдохнешь на телефон. Ты что-то сейчас весь мокрый будешь насквозь. Для наушников эта сырость тоже нехорошо, блин. Ну, дорогие. И они нифига не уличные. Я вот раз подумываю какой-то дешевый вариант купить там за 30 евро на тему, чтобы на улице у них ездить. Что-то этих жалко. Тя.
местяк здесь прикольный прямо. Вот тут вот офигенский. Тут такой вот намыло водой. Такие ущелья прям водой. Ну, короче, эрозия есть. Органическая. Вот такие прямо изломы. Наделал. Остановился поменять аккумулятор в камере, потому что зимой они садятся быстрее, да и вообще я смотрю, от времени они начали уже быстрее садиться. Хотя камере сколько? 3 года? 2-3 года. Ну, то есть там здесь прям шикарно. Плюс еще съем свой энергетический запас. Оставшийся где он, кстати? С Нового года, с Рождества. Да где ты? Этих зайцев и этих Дед Морозов шоколадных. Это мои энергетики, мои изотоники. И кто там еще все эти велосипедисты жрут? Что это? У меня это, как правило, это шоколадные зайцы, новогодние Дед Морозы. Вот эти ребята меня спасают во время углеводных голоданий моих. Куда-то камеру поставить, чтобы она снимала, как я охеренно интересно жру шоколадных Дед Морозов. Вот сюда, мне надо штатив с собой возить, если друзья. Счастья не будет. Что это такое? Это же не серьезно? Не серьезно, на ветках снимать. Ну ладно. Снимаешь, да? Все время хочу делать короткие видео по полчаса, а почему-то все время получается по 1,5 часа. Видимо, потому что хочется поболтать иногда. Ведь у вас нет случайно ножниц этого ножа, в конце концов? А у меня есть. Видимо, сказывается отсутствие общения на русском языке. Потом хочется пообщаться хоть с кем-то, а так как не с кем, то я общаюсь сам с собой. Вот, друзья. Кстати, об общении. Что я хотел там рассказать? Я вот думаю, блин, вот эти все фантазии там вот в Одессе с пацанами на велосипеде погонять. И получилось бы, наверное. Как я думал, тут с кем-то погонять. Во-первых, ты либо работаешь, а когда не работаешь, надо хотя бы вдвоем как-то побыть. А если не вдвоем, надо найти с кем кататься. Я как-то кинул клич в Фейсбуке Ростоковской группе. Ну, то есть я живу, по сути, в маленьком городишке мы живем. Тут найти вообще с кем общаться сложно, а уж тех, кто ездит на велосипеде, шанс равен нулю. Ближайшие люди, которые увлекаются велосипедами, живут в Гамбурге за 200 километров отсюда. Кинул клич русскоговорящей группе города Росток, которая находится от меня 40 километров. И отозвалась только одна девушка или женщина, я уже не помню, даже не смотрел. Ну, кто-то женского пола. Типа я такой, кто желает погонять совместно? Ну вот она отозвалась, и давайте я желаю. Я такой, блин, как это будет выглядеть? Я такой, Ира, я поехал в Ростоке погонять на велосипеде. Буду ехать в Росток, там с какой-то бабой кататься на велосипеде. Я такой, ой, не, извините, чуть нету времени. Хотя она же не писала, что там я тебе буду приставать. На велосипед ты сам же спросил. Вот я хочу.
Вот так вот засовывал труну, что с кем найти кататься. Ну, если бы это еще какой-то женский пол был еще тут рядом какой-то любительница велосипедов, Марка, мужиков нету, вот есть одна баба, и то это было стрёмно. А так я буду ехать на машине в другой город, там присаживаться на велосипед, то есть это на целый день вообще. И когда, в общем, это вообще нереально, по-моему, найти с кем ездить. Вот в больших городах, в Гамбурге, я смотрю, тусовка, они гоняют там на велосипедах, собираются в Одессе. А тут, блядь, где найти с кем катать? И когда найти на это время? Все, поехали домой. И финальный аккорд – ужин. Не было времени у нас заморачиваться с едой. Купили мы утку и курочку. Иришка у китайца, да, Кися? Расскажи, где мы купили. Все, пока-пока.